Привет, с вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня я приехал в Златибор, в Сербию, для того, чтобы рассказать вам про одно очень интересное мероприятие. Мероприятие называется МТ Challenge. А МТ Challenge, что это такое? Это мероприятие для владельцев мотоциклов CF Moto, для внедорожных мотоциклов CF Moto. Любой сюда может приехать, и любой здесь может погоняться. Здесь классная трасса, здесь будет, как я понимаю, сегодня два этапа. Будет этап трассы кольцевой с искусственными препятствиями, с шинами, с трамплинами. И вторая часть — это некоторая гонка по бездорожью по лесу. Зачем это все? Не просто же покататься. Нет, не просто, потому что победителей балканского этапа, балканской истории, людей, которые приедут сюда из Черногории, из Сербии, из Боснии и Герцеговины, из других стран балканских, лучшие из них поедут в Австралию на мировой финал МТ Challenge. То есть это все для владельцев CF Moto. И, честно говоря, это очень круто, потому что на моей памяти, по крайней мере, в России я такое видел только у BMW. Это был GS Trophy, я там в каком-то там 12-13 году катался. И дико круто, что компания CF Moto, которая, конечно, среди китайцев, наверное, первую позицию в Европе занимает, и на китайцев, честно говоря, CF Moto уже не так интересно, они конкурируют со совсем большими брендами, со старыми. Они, конечно, делают для владельцев CF Moto очень интересные мероприятия. Это место в Сербии очень известно и очень популярно для катания на эндуро. 3 недели назад здесь проходили гонки хард-эндуро, и наш мотоцикл CF Moto 450 MT выиграл эти гонки. Занял первое место в той гонке. Это первый раз, когда мы организуем подобное мероприятие. У нас, честно говоря, нет опыта в подобных вещах. Но у нас в команде есть люди, которые имеют очень большой опыт в мотогонках эндуро. Это первый раз не только здесь, но и глобально в Австралии. Это тоже будет первый раз. И, конечно, я персонально не слышал, чтобы еще какая-нибудь китайская компания проводила подобные мероприятия в таком глобальном международном формате. Как я здесь оказался? Я здесь оказался не совсем как журналист. Дело в том, что, насколько все интересно, если у тебя мотоцикла CF Moto нет, сюда можно приехать и взять мотоцикл в аренду. Новый, дилерский. Я зарегистрировался, дали мне транспондер, дали мне номер 22, какие-то наклейки. Жду свой мотоцикл. Это будет 800 MTX. И 800 MTX, я на нем, мы снимали вот тест в Черногории. Очень красивый, очень рекомендую. Потом мы катались на нем чуть-чуть совсем на ДВ Саммите. Вот, мне там дали кружочек сделать маленький по каким-то препятствиям. И вот снова MTX, не знаю, как так получается, но меня прям вот тянет к нему. Очень крутой мотоцикл. По деньгам сразу. Мотоцикл 250 евро стоит 450 МТшка на день, на гонку. А 800-ка стоит 350. Это на самом деле очень дорого, с поправкой на то, что мотоцикл-то под гонку сдается, и с мотоциклом тут может произойти что угодно. Я мотоцикл ни разу не уронил, но падения тут, в принципе, случались сегодня, не сильные, не страшные. Очень понравился этот мотоцикл. Я покажу вам этот мотоцикл, как он выглядит. Он был немножко приложенный, и меня очень впечатлило, насколько он стоически вообще переносит падения. И меня еще впечатлило здесь, насколько он хорош на бездорожье. Классно, что, кстати, зеркала можно сложить, их не обязательно снимать. Вот, но я еще ни разу не упал, но если бы упал, я бы их не сломал.
Здравствуйте, такой вопрос. Мы видим здесь мотоциклы TF Moto 800 MT, 450 MT, но никто не приехал на 700 МТ. Ну, видите, это наше мероприятие. Это соревнование больше ориентировано на оффроуд, а владельцы мотоциклов 700 МТ, как правило, более ориентированы на дорожную езду. Может быть, они не ездят по бездорожью, может быть, боятся бездорожья. Хотя мотоцикл CF Moto 700 MT вполне способен на это. Хорошая модель, и в руках опытного пилота мог бы здесь соперничать с другими. Однако эти две модели, 450 и 800 МТ, в нашей линейке сейчас наиболее внедорожно ориентированные мотоциклы. Но в ближайшее время мы ожидаем модели не менее, может быть, и более внедорожные. Мы ожидаем новые модели, так что линейка МТ будет расширяться. И появятся новые модели, новые интересные штуки от CF Moto в ближайшем будущем. Сейчас пройдемся, покажу вам трассу, покажу, что нас ждет, покажу, как тут вообще все выглядит. Вот, но я, честно говоря, в таком маленьком восторге. И еще очень важно сказать, участие бесплатное. То есть сюда можно просто приехать и покататься. Главное, чуть-чуть заранее зарегистрироваться. Я зарегистрировался буквально за 3 или 4 дня, прям в последний момент, и нашлось место для меня, и нашелся мотоцикл. Гонка из себя представляет два этапа. Первый этап — это эта трасса, которая за моей спиной. Она состоит из проехать между двух бревен, качели, которые нужно проехать быстро и прыгнуть с них. Дальше бревна. И, что интересно, бревно по-сербски называется болваном, то есть мы проезжаем через болваны. После этого нужно взять в руки стрелу из одного горшка и на ходу, или не на ходу, довести ее до другого горшка и на ходу ее туда кинуть и попасть в этот горшок. Дальше нужно взять веревочку в руки и с веревочкой проехать вокруг столба, к которому она привязана, и дальше ее повесить. На квалификации, на знакомстве с трассой у меня это получилось очень хорошо, я расслабился, но на боевом этапе, когда время шло в зачет, я там, конечно, 2 раза уронил, было очень стыдно. Дальше проехать под веревкой натянутой низко. Для этого обязательно нужно не забывать снимать или складывать зеркала, а зеркалами там не проезжается. Потом змейка, потом яма с таким бруствером, и опять яма. Проезд по доске, разворот в ограниченном пространстве. Немножечко нужно было в одном месте спрыгнуть, шины, и дальше стоит что-то около 5 бочек, на них теннисные мячики. Нужно один мячик взять, положить на следующую бочку, взять следующий мячик, и так 5 раз. С мячиком у меня получилось удивительно хорошо. Мне кажется, это благодаря этому в первом этапе, который шел в зачет, я приехал аж на 10-м месте, показав что-то около 2 минут, 2:04, по-моему. Люди, которые ехали прям хорошо-хорошо, показали минут 45, а какой-то самой подающей надежды показал минуту 25. Это прям вообще абсолютный рекорд сегодняшнего дня был. 800-ка. 800-ка все-таки мотоцикл очень крутой, но прям это нужно артикулировать. Он намного лучше меня. То есть на 450-ке я бы из нее выжимал почти все, что она может дать. А на 800-ке я не могу открыть газ до конца, потому что там мотора сильно больше, чем я, в принципе, могу реализовать на бездорожье. От ее потенциала просто на грунте я могу реализовать, 30-40%. Все остальное это просто для людей другого уровня. На асфальте, пожалуйста, могу выкрутить сколько угодно, на препятствиях нет. И 10-е место, я неимоверно собой доволен. Это вообще удивительно, потому что у меня такая еще подготовка была в виде лежания на диване. Потом я еще 300 километров сюда ехал из Черногории. Не очень готовился. Да и негде, да и не на чем. И это, конечно, случайность, окей, но все равно приятно. И очень доволен вообще тем, что получилось здесь прокатиться, потому что это супер опыт. Это супер опыт не только для каких-то пилотов, которые прям любят ездить, это супер опыт для тех, кто просто купил мотоцикл и не знает, что с ним делать. Вы купили, вы там на работу на нем ездите, какие-то путешествия. А какой у него потенциал на самом деле, вы даже близко не представляете.
И вот мероприятие вроде МТ Challenge, вроде ГС Трофи, это тот случай, когда вы можете прям понять, на что способна ваша техника полностью. И в плюс-минус безопасных условиях, то есть здесь организация, здесь скорой помощи, здесь маршалы, и здесь все организовано прям на уровне, на очень приличном уровне. Вот, и это замечательный опыт, замечательное мероприятие, я абсолютно счастлив. Сейчас у нас был пролог лесного этапа, второго. И все было так легко и непринужденно. Разведывали маршрут, пока не встретились с подъемом сырым, подъемом скользким. Там какой-то мох, какое-то, как будто болото, не болото, не знаю. Но 450-ки еще едут, а 800-ка, ну, едет прям тяжело. Мотора много, а зацеп у колеса мало. Я сейчас, конечно, потравлю его еще немножко, но чудес никаких нет. 450-ки тут, конечно, вывозят. Вот, но не знаю, видно или нет, насколько я мокрый. Очень тяжело и очень интересно, очень круто. Надеюсь, что-то получилось заснять на GoPro-шку, потому что там прям движение. Вот. Второй этап это лес. Это гонка в лесу, и мне казалось, я там немножко с какими-то трудностями перевода, немножко недопонял. Мне казалось, что там нужно просто проехать, оказалось непросто. Там тоже в лесу ждал этап, когда на мотоцикле с отключенной рукояткой газа нужно было проехать какую-то змейку. И вот там я прям потерял кучу времени, потом я ждал, когда мне дадут отмашку ехать, а ехать надо было сразу. И получилось так, что время я показал не самое плохое, но где-то там ближе к концу. Вот. Но, тем не менее, я не расстроился. Очень интересно, очень крутой сложный подъем, куда прям не с первого раза получалось у всех заехать. Вот, я травил резину, травил заднее колесо аж в 0,9, что, как по мне, очень мало, но по скользкому подъему это удивительно, как тяжелый мотоцикл, мощный мотоцикл, 800-ка, классно забирается. Что касается призов, гонка с призами, и призы здесь есть, не знаю какие, знаю, что первые 3 человека, которые здесь покажут лучшее время, я сразу говорю, это не я, и я даже там не близко, но первые 3 человека поедут на финал этого соревнования в Австралию. И организаторы сразу сказали, что так как здесь люди со всех сторон приехали, здесь и Сербия, и Черногория, и Босния и Герцеговина, Албания, и все-все-все, соответственно, так как не очень понятно с визами, визы будут делать первым 6 участникам, если вдруг кому-то из них не дадут, чтобы все равно кто-то с Балкан, из нашего региона, туда обязательно поехал на мировой этап, где самые продвинутые фанаты мотоциклов CF-Moto сразятся уже в серьезных условиях. Вот. И это, кстати, вот почему выбрали Златибор для проведения этих соревнований. Во-первых, тут очень красиво, и природа здесь такая, честно говоря, мне кажется, немножко такие уральские горы напоминают. Здесь сосны, здесь какие-то поля, холмы, такое плоскогорье, очень красиво. И, ну, вот очень такой русский пейзаж, скажу я вам. И это, во-первых. А здесь проходят всякие соревнования для хард-эндуро, для эндуро. Здесь интересно с этой точки зрения. А во-вторых, Златибор расположен одновременно рядом с границей Черногории, одновременно рядом с границей Боснии и Герцеговины. И при этом это все в Сербии. То есть всем одинаково удобно ехать. И 200 километров до Белграда. А от моей Черногории, от моего дома где-то 320, может быть. То есть всем со всего региона сюда максимально удобно ехать, и место здесь, конечно, замечательное, как и по логистике, так и по своему виду. И Златибор, кстати, в переводе с сербского означает золотая сосна. Бор в сербском языке, в черногорском языке это сосна, имейте в виду. Вот, что еще? Еще мне здесь очень понравилась атмосфера, мне понравились люди, которые вот приезжают на Балканы. Все очень я люблю балканских людей из всех стран. Очень простые, очень добродушные, очень доброжелательные. Очень улыбаются. И атмосфера здесь такая, то есть понятно, что все соревнуются, у всех какие-то... Ну, всем хочется, конечно, какой-то результат показать, но при этом тебе все помогут, при этом тебе все улыбнутся. И очень приятная, честно говоря, атмосфера максимально классная. Очень уютно. Я обязательно сюда постараюсь приехать в будущем году. Тоже не за результатом, как я и в этот раз ехал, не за результатом, но за атмосферой, за возможностью покататься на мотоциклах. Я ездил на CF450, и он оказался лучше, чем я ожидал.
Я сел на него впервые, и меня удивило, как он справляется с препятствиями, какая у него подвеска. В целом мотоцикл произвел очень позитивное впечатление. А что было самым трудным? Я ехал на дорожных шинах, и, знаете, нужно было держать темп, использовать инерцию, чтобы заехать в скользкий подъем по траве и так далее. Поэтому я просто следил за тем, чтобы колесо меньше буксовало. В целом, управляемость хорошая, все было отлично. Ну что, занял я какое-то 12 или 13 место, что, будем честны, это не так много от конца, но не последнее. Вот, и, честно говоря, я неимоверно доволен. Очень крутое мероприятие, я абсолютно счастлив. Я ехал вообще снимать видео, я не ехал побеждать, конечно же. Вот, но все равно очень приятно. И я надеюсь, что вам это видео тоже очень понравилось. Мне здесь понравилось очень. Я надеюсь, что я смогу эту атмосферу вам показать. И на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Дмитрий Федотов, журнал Мотоэксперт. До скорого.